Hallo, guten Tag, я. Ребята, всем привет. Германия поставила подножку, да, как всегда, новые какие-то красные, коричневые линии. Германия, как всегда, ущемляет, да, вот этих всех безработных, сужает помощь, какие-то новые ограничения, новые правила. Зачем нам это все надо? Мы хотим всю жизнь сидеть на печи и жрать калачи. Короче, я к тому, что Германия сократить социальные выплаты тем, кто отказывается работать. Вы представляете? Вот начнет трогать вот этих всех беженцев, которые сидят уже по 2,5 года и ни черта не делают. О боже мой. О боже мой. Как мне кажется, нужно было годик максимум дать всем на раздупление, на раскачку, да, и уже полностью все позакрывать к чертовой матери. Сейчас мы к этому вернемся, но маленький сейчас мой авторский комментарий, да, по вот этому всему, этой ситуации, которая в Европе, во всех странах потихоньку начинает, да, реализоваться, в смысле, новые правила для получения выплат, сокращение, больше категорий, больше какого-то соответствия вам нужно, да, быть, под какие-то параметры подходить, чтобы получать ту или иную помощь, программы и так далее. К чему я все? Все вот это вот не трогалось годами. Ну как ринул океан беженцев из Украины, да, мы понимаем по каким причинам, это понятно. Война, все дела, но беженцы миллионами просто ворвались в Европу. И как многие говорят, что там в той Европе, они на этом деньги делают, зарабатывают, туда-сюда переливает их. Ничего подобного, это огромная нагрузка не только в денежном отношении, но и во всем другом. В бюрократии, во всех инстанциях, в школах, здравоохранении. Это нагрузка на все уровни вообще, в общем, на государство, просто на всю машину вот эту вот, да, государственную. Это не только финансовый сектор, все аспекты жизни сейчас в Европе, они как мыльный пузырь, надутые максимально, еще немножко, и оно взорвется, понимаете, бабахнет просто. Из-за этого всего начинают меняться все правила. Вот эти вот правила, которые сейчас меняются во многих странах, и в Ирландии это ждет, уже много чего принялось того, чего не менялось годами, в Германии, в Италии, во Франции, в Испании. Все что делается? Все сокращается, либо подбивается все под более строгие параметры, чтобы это выдавать. Потому что что бы кто ни говорил, все эти статистики есть, там украинцы там идут работать, то понятно, но в большинстве своем все равно очень много тех, кто сидит на печи, сидит на лавочках, лежит на диване, нога на ногу, пабы, бары и все остальные прелести жизни, кофейни, торговые центры, и мы шляемся, ничего не делая, не вливая в экономику никаких, да, от вас бонусов, никакого вливания, никаких таксов, никаких налогов вы не платите, а просто сидите на шее, еще нагружаете полностью государство, там, финансы, ходите по больницам, какие-то справки, то есть вы нагружаете в общем и целом государственные органы, да, управления. И при этом никакой пользы для государства вы не делаете. Я говорю не за всех, я говорю за тех, кто ни хрена не делает. Вот почему все вот это вводится. Потому что около там 5 миллионов, да, украинских беженцев именно в Евросоюзе. Вы вдумайтесь в это количество, просто в этот океан просто людей, которые влились просто с двух ног залетели. И теперь Европа понимает, защита потихоньку подходит к концу. Нужно что делать? Ясное дело, толерантность, мир, дружба, жвачка, все вот эти дела, все, что мы любим, всех обожаем, равноправие, все вот так вот четко. Но вот такими вот законами, по чуть-чуть, мелкими, по чуть-чуть, понемножку, потрошку, они будут людей просто, ну, как теория Дарвина будет работать. Ее никто не отменял. Выживет и останется тот, кто приспособится, кто лучше всего найдет себя, сможет, да, себя реализовать. А те, кто не смогут, у них выбора не останется другого. Либо бомжевать,
либо возвращаться в Украину. Это не только касается украинских беженцев. Вот эти все правила, это они теперь подбиваются под всех беженцев, то есть под всех людей, да, которые получают социальные выплаты. В том числе и немцев это будет касаться, понимаете? Это не только, что я только начинаю раздувать пузырь, да, и говорить какой-то негатив про украинских беженцев. Нет, но я имею в виду, что украинские беженцы очень слишком повлияли на вот эти вот решения, потому что их влилось огромное количество, да, ну, людей, человек, и в Германии больше миллиона. О чем мы говорим? Миллион просто миллион за 2 года к вам подъехал. Как вам? Неважно, что там может там процентов, да, 40 работает, но остальные еще полмиллиона, что они делают? Они сидят на шее у государства. А что, это мало? Вот эти вот разговоры, и там все кричат комьюнити, вот надо объединяться вместе. Скажу пример Ирландии. Вот почему я не люблю все вот эти комьюнити, какие там люди просто вот такие они отвратительные лично для меня. Я расскажу пример, как я был на таких встречах, да, и общался с людьми. Был спор по ARP. Вот там ARP сейчас, оно там оценивается в 160 миллионов в год, да, вот это ARP, это оплата за то, что украинцев принимают, ирландцам платят 800 евро в месяц, кто не понимает, о чем я говорю. А в этом году, возможно, вырастет расходы до 200 миллионов. Просто так, я не знаю, я просто говорю, что, потому что сейчас цена уже, сейчас уже дошли выплаты до 160, а еще не конец года, возможно, будет 200, да, миллионов. И вот люди говорят, да для них это копейки. Для ирландцев это просто копейки. Что им вот это платить за нас? Они могут так хоть всю жизнь платить. Я просто влезаю, да, в разговор, говорю, а какого хрена, я извиняюсь, ирландец свои налоги должен тратить на человека, который не является ирландцем, который просто в гостях приехал и просто за то, что он украинец, там, не знаю, либо там африканец, либо бразилец, либо еще какой-то хрен с горы. Какого хрена его налоги должны идти на то, чтобы человек жил просто на халяву? Вот просто вопрос. Он эти деньги, Ирландия, может потратить на своих бомжей, наркоманов, алкоголиков, не знаю, там, даже кто в криминале, там, неважно, кто-то скажет, так это же маргиналы. Так это ихние маргиналы. Они ирландцы по праву, понимаете? Они привилегированные нация по праву, как немцы, итальянцы, ирландцы, испанцы. Они априори выше. Вы никогда не будете с ним на одном уровне. Это первое. И второе. Ладно, вы уже гражданство получили и все на все вот это можете, да, рассчитывать, на всю эту помощь. Так вы никто просто. Вы просто кнопка. Кнопка. Все мы пока есть кнопки, просто обычные кнопки, просто винтики, понимаете, в этом механизме. Какого хрена их налоги должны идти на то, чтобы другие люди лежали просто и ни черта не делали? Я считаю, что все беженцы должны просто пахать в 3 смены, чтобы с них пот лился, чтобы добиться, доказать, что они достойны остаться в этой стране, понимаете? А у многих такое понятие, что не они должны, а им должны. Я просто бывает, я слышу это и понимаю, что мне с этими людьми не по пути просто. Я с ними не хочу ничего иметь вообще просто. Неинтересны просто как личности, если у них такое мировоззрение, что просто, что им, это копейки для них, что такого там 200 миллионов в год для эту программку. Вообще вот так вот просто с куста, просто пусть платят, я буду дальше жить. Так а что ты не идешь работать? Да язык-то то-то, все, пятое, десятое. Я извиняюсь, ты шо? Ты шо, алюминиевая голова, приди в себя. Никто никому ничего не должен. Немцы никому ничего не должны, как и ирландцы, как и остальные все европейцы. Мы сами должны добиваться, заслуживать, зарабатывать, снимать жилье и жить за свой счет. И это правильно. И если вы достойны, то потом в будущем вам дадут гражданство. Но даже когда у вас будет гражданство, все равно вы не будете своим, да, человеком в Германии, в Ирландии. Вы не будете в этой тусовке, в ихней. Потому что вы не родились здесь. Ваши деды и прадеды не отстраивали эту страну, да. Они там не воевали за независимость, например, как Ирландия, да, чтобы Великобритания наконец-то ушла с этих земель, да, и то до конца не ушла, еще кусочек Северной Ирландии, да, у нее остался. Я вообще образно говорю, что люди тут живут поколениями, то есть и коренные ирландцы, конечно же, они привилегированы
нация, в смысле, здесь они живут, они априори создали эту страну. Как человек, который приехал, просто хрен с горы будет рассказывать, кому что платить и почему они не могут платить там чуть ли не вечно. Они ж могут, это копейки для них, это не копейки, это ихние налоги, заработанные ихним потом и кровью. Таунхаус за 950 евро невозможно снять в Ирландии? Нет, возможно. Серьезно, я вам говорю, а апартменты за 700 евро? Да, можно. Мы живем в апартментах, которые стоили 600, сейчас 750. Нам повысили рент за 2 года впервые. Это все реалистично. Для спонсоров канала, вот нажимаете «Стать спонсором», спонсорство стоит всего лишь 99 центов. Вы можете оформить и посмотреть мой ролик, который я записал специально для спонсоров, про то, как я и моя семья искали жилье. Я оставлю ссылочки на агентство недвижимости, которыми мы пользовались, что очень важно. Я расскажу там, в каком каунте я нахожусь, да, что тоже немаловажно. И расскажу вам, каким способом, какими методиками мы пользовались, чтобы отыскать жилье. Там весь мой опыт, да, мои советы. Ясное дело, это может не решить ваши вопросы, я это не гарантирую, что вы посмотрите мой ролик, да, и сразу найдете жилье. Но я там рассказываю то все, что я знаю. Нигде на просторах интернета нету такой информации, такой полезной, да, и так сформулированной конкретно ссылками, сайтами, где я все рассказываю и показываю именно примеры настоящие, живые, а не какие-то выдуманные. То есть, если вам нужно срочно жилье в Ирландии, но у вас не получается его найти, становитесь спонсором моего канала, нажимаем спонсорство, открываем ролик, смотрим и пользуемся моими советами по поиску жилья в Ирландии. Я думаю, что просмотрев это видео, вам оно подскажет пути, да, и каким-то образом поможет найти жилье в Ирландии. С ним огромные проблемы с жильем, да, в Ирландии, но я записал этот ролик специально, чтобы помочь людям, чтобы они послушали мою историю, мой пример, да, мои методы поиска, и, возможно, вам тоже улыбнется удача. Это было маленькое отступление для того, чтобы многие люди понимали, да, мою позицию и понимали, что не нужно наглеть, мы в гостях и нужно вести себя культурно. И если что-то принимает та или иная страна Евросоюза, либо в мире какие-то законы, да, которые касаются беженцев и украинских беженцев в том числе, значит так надо, значит так захотели в правительстве, значит так захотели люди, потому что тех же депутатов того выбирает кто? Народ. Значит, они проголосовали, значит, они согласны с теми решениями, которые принимаются в той или иной стране. Давайте будем толерантны, давайте будем принимать все законы и жить по ним дальше. У кого не получается жить, да, по этим законам, то, конечно, выход один – это покинуть страну, которая вам не нравится. Не нравится Германия? Пожалуйста, у вас есть всегда выбор уехать в другую страну, либо вернуться в Украину. Обратно же, если не нравится там кому-то, какому-то, не знаю, там, болгару, который в Ирландии, хай возвращается в Болгарию, да, там, и так далее. Я образно просто говорю всегда, к украинцам нет претензий именно к ним одним. Есть ко многим. Тут куча остальных национальностей, которые тоже себя ведут не слишком культурно, адекватно. Везде есть, как говорится, в семье не без уродов, да. Так что я просто образно говорю, что нужно принимать нормально, не критиковать, а принимать то, что принимают страны, потому что мы здесь ничего не решаем. Мы должны в своей стране навести порядок, выбрать там свою Верховную Раду, президента, да, и пусть они принимают те законы, которые нам будут нравиться, ту помощь будут оформлять нам, давать такие вот, такое бабло, да, безвозмездно, чтобы нам тоже выдавали в Украине. Я, конечно, сомневаюсь, что когда-нибудь такое наступит, но давайте будем там решать и выбирать, да, правителей и законы, чтобы там принимали такие, которые нам бы нравились. Ну а теперь мы про Германию, про то, что правительство Германии утвердило изменение условия выплат соцпомощи безработным. Это касается всех, полностью всех тех, кто находится в Германии, всех безработных, в том числе и немцев.
Правительство Германии согласовало законопроект, входящие более жесткие, вводящие более жесткие требования для получения социальной помощи, известные как деньги для граждан. То есть у каждой страны своя программа, свое название выплат. Об этом сообщили в среду 2 октября министр труда Гуйберт Гайль, пишет Европейская правда. Изменения еще должны рассмотреть Бундестаг. Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года. То, что его примут, это уже 100%. Я даю сразу, ну ладно, 99%, давайте, чтобы потом меня там за язык не хватали, не говорили, ты же говорил 100%. Ну, если такое уже публикуется, поверьте, в Германии там тоже ситуация не слишком благоприятна для всех беженцев, потому что много правых приходит потихоньку, заполняет, да, парламенты различных земель, в том числе и Бундестага. Так что, я думаю, это все примется, потому что народ недоволен, он хочет, чтобы беженцы чувствовали себя не так раскрепощенно и вели себя более скромней, а также пытались все-таки ручками, которые не для скучки, зарабатывать себе деньги для проживания. Потому что сидеть все время на выплатах это нереально. Это любая нагрузка все равно на финансовый сектор страны. И обратно же, почему немец должен платить за какого-то сирийца, да, за какого-то араба, за какого-то турка? Какого фига? Что он им должен, я хочу понять. Почему он должен годами не работать, ходить только в барбершопы и в магазин, и по улицам просто тыняться, и фасады здания опирать. Я просто был в Германии и видел, да, и жил, я когда работал в Германии, я жил просто в таком районе не слишком благоприятном, да, и там вот эта куча была всех различных мигрантов, беженцев и так далее. Но это просто ужас, мрак, все просто засрано, ни хрена они не делают, детей только рожают и все. Нужны ли такие беженцы Германии и остальным странам? Конечно же нет, они ничего полезного не делают вообще. Нужны только те люди, которые приезжают, специалисты, либо работяги, которые работают. А те, которые просто плодятся и приезжают ради того, чтобы наплодиться и сидеть на выплатах, потому что дети, семья, да, и они, получаются, ущемленные, уязвимые, да, входят в эту категорию уязвимых категорий граждан. Я этого не понимаю. Это люди, которые априори уже знают, что они будут трутнями всю жизнь. То есть они будут всю жизнь сидеть на шее у государства. Неважно, это Германия, Ирландия, Великобритания и так далее. Вот такие вот пироги. Еще один пример отличного комьюнити, отличных людей. Как говорится, нужно собираться, нужно, если ты там хорват с хорватами, поляк с поляками, украинец с украинцами. Ну, конечно же, нужно знакомиться, нужно людей всех знать, конечно же, друг другу помогать. Обратно же завелся разговор насчет выплат. Я, как всегда, да, ну, человек, который в этом немножко разбирается, свои 5 копеек вставляю, и меня затыкает. Я сказал так, человек говорит, да что они там отменят, кому выплаты? Это еще было где-то 1,5 года назад. Да они будут нам платить, какая им разница, для них это копейки. Раз, и два. Ирландцы сами сидят на выплатах годами, а то и всю жизнь могут сидеть на выплатах, жить в социальном доме и ни черта не делать. Я человечка перебиваю и говорю, я извиняюсь, а ты кто? Ну, ты кто в этой стране? В смысле, кто я? Ну, я живу, там, то все временная защита, я беженец. Ну, так вот ты и ответил, да, ты задал вопрос и ответил на него сразу. Ты по факту никто в этой стране, никто, звать тебя никак, покаместь. Возможно, что-то изменится. Кто такой ирландец? Он здесь родился, его дедушки, прадедушки, пра-пра-пра платили здесь налоги и все делали для того, чтобы эта страна поднялась, да, с нищеты. Потому что эта страна была бедная, тут голод был, люди реально выживали. И теперь она стала, да, экономически развитой и может себе позволить, чтобы ирландец сидел на выплатах, потому что он ирландец и сидел и жил в социальном доме. На то эту страну они все вместе и подымали, платили налоги и так далее. Значит, у человека такие обстоятельства, он ирландец, а ты хоть копейку заплатил в бюджет Ирландии. Или говорят пенсионеры, как пенсионеров будут выгонять, как им пенсии будут отменять, в смысле? Я извиняюсь. А пенсионер, который приехал с Украины, неважно, с любой другой страны,
Он платил, хоть один взнос сделал в пенсионный, да, фонд, чтобы потом ему платили здесь пенсию? Нет, конечно, так в честь чего? За какие вообще такие заслуги должны платить, предоставлять жилье, выплаты в полном масштабе? За что? Я уверен, что выплаты скоро тоже и тем, кто по АРП живет, тоже будет сужать. Например, в Ирландии, чтобы вообще претендовать на полные выплаты, вы обязаны работать, отработать 2 года официально, платя налоги. Если ты в Ирландии живешь и не отработал 2 года официально, ты не имеешь права вообще подаваться ни на какие мамма-мия выплаты. Придите уже в себя, вы хоть немножко читайте правила и законы. А если ты не отработал ни одного дня в Ирландии, ну прожил там уже больше, если я не ошибаюсь, 3 или 4 лет, то ты можешь податься на вот эту выплату по безработице, но ты будешь получать всего лишь 50% от общей суммы. Просто люди многие живут в каком-то парадигме, думая того, что все это будет продолжаться бесконечно. Этот поезд халявы будет просто, этот экспресс ночной будет лететь просто в светлое будущее. Ни хрена. Этот экспресс скоро просто взорвется нахрен, подорвут эти путя и все. И он сойдет с рельсов нахрен и все. И все останутся на улице. Это будет поэтапно, не сразу. Будет понемножку, потрошку, по чуть-чуть. И люди этими заявлениями, когда я стою, да, и понимаю, что это тоже люди моей национальности, а не это, я не понимаю, я понимаю, что мы разные люди, что у нас общего вообще ничего нету. В честь чего я буду в таких комьюнити находиться, что мне с ними разговаривать, что мне с ними решать. Как говорится, самый большой, да, и жесткий враг украинца за рубежом, это другой украинец, я это подтверждаю. В большинстве своей, ну, части. Нормально люди есть, но в процентном соотношении их очень мало. С кем можно реально пообщаться нормально, порешать какие-то дела, без какой-либо выгоды, чтобы у меня было и у него не было. Чтобы мы просто, да, там, дружили, либо просто общались. У всех какая-то выгода, только узнал, увидел, все, почему ему, почему мне нет. Вот такие дела. А мы продолжаем дальше про то, что будет в Германии скоро творится с теми, кто сидит на пособии по безработице. Реформа предусматривает, что получатели соцпомощи, которые без уважительной причины отказываются от предложенной работы или учебы, в течение 3 месяцев на 30% сократят размеры выплат. То есть сократят на 30% выплаты. Говорю про Ирландию. В Ирландии то же самое. Если вам предлагают работу по программе ТУЗ и остальные программы есть. Если вы отказываетесь, то же самое. Есть специальные кураторы, с которыми вы встречаетесь. Если вы эти курсы, то есть к ним не приезжаете, либо в Интрео не приходите, либо на семинары не приходите, то вас тоже могут лишить тут выплат вообще на месяц, например, либо на 2 недели, либо на 2 месяца, сократить их тоже до 50% даже. То есть все это тоже в Ирландии уже давно работает. Как видите, в Германии только это вводится, а в Ирландии уже такие фишки были. То есть дальше. Безработные, которые не придут на официальные назначенные встречи, вот я только что про встречу говорил, с куратором в центре занятости, выплаты снизят на 30% в течение 1 месяца. То есть, видите, раньше гуляй, гармонь, ходи, не ходи, выплаты все равно будут. То есть ходили по факту, наверное, те, которые реально были заинтересованы в поиске работы. Они приходили, чтобы им реально помогали. Кто не хотел, ну, не приходи, бабки получай. Ну, в Ирландии здесь пропустил, тебе заморозили сразу выплаты. Один раз пропустил, если не сообщил, все, выплаты уже на следующей неделе будут заморожены. Ты их не получишь. Нужно идти в Интрео и договариваться, рассказывать причину, почему ты отсутствовал, почему ты не пришел, почему ты пропустил. А от работы отказаться, ну тоже уважительная причина только одна. Либо ты нашел сам себе работу уже, да, либо у тебя какие-то есть по здоровью проблемы. Но обратно же, если по здоровью, значит ты не соответствуешь тому, той выплате, потому что выплата по безработице, она подразумевает то, что ты готов выйти в любой момент на работу на полный рабочий день. То есть ты физически, значит, здоров. Если ты физически не здоров, значит, ты должен подаваться на другую выплату, чтобы там подтвердили твой диагноз, да, и ты получал выплату там по инвалидности, либо по каким-то другим, да, параметрам. То есть по какой-то, ну, ты не можешь, да, ты не в полном порядке твое тело, то есть там есть выплаты какие-то переходные, я все названия не знаю, но я знаю, что если ты это скажешь, то тебе скажут, ты, значит, не претендуешь на эту выплату, извини, друг, иди, значит, к врачу, диагноз, подтверждай, подавайся, и будешь тогда сидеть, получать себе ту пенсию, либо выплаты, да, по другим каким-то уже программам. Также запланированы санкции в отношении получателей помощи, которые работают нелегально.
Центры занятости должны сообщать правоохранительным органам о своих клиентах, которые, вероятно, работают, при этом получая соцвыплаты. То есть тем, кто, да, шабашит, как, так называемая шабашечка, да, фушечка, называется в Чехии, фушечка. Я и в Чехии в свое время побывал, поработал, знаю, что это такое, эти фушки, ад на земле. То есть будут бороться тоже с нелегалами, чтобы в смысле нелегально работать, то есть человек получает пособие и спокойно где-то себе там подрабатывает еще на полставочки, да, даже ясно дело, ему платят не минималку, как полагается, работает там за 50%, за 60, да, там за каких-то там 6-7 евро в час. И нормально себе выплаты, плюс в недельку там 20 часиков отработал и спокойно себе живет в каком-то социальном жилье и нормально ему короче, ну, кажется, прохаванные типов будут потихоньку тоже выискивать, щипать и лишать выплат. Дальше. По новым правилам для получения соцпомощи должно считаться приемлемым рабочим местом, удаленно от места жительства. Видите, понимаете? То есть рабочее место, все должно быть как надо. Все уже критерии, видите, они учитывают. И следующее это, если продолжительность рабочего дня не превышает 6 часов, то максимальное допустимое время в дороге на работу в один конец может составлять 2,5 часа. Если оно больше, то до 3 часов. То есть вот такие вот параметры вводятся, раньше этого не было. Вот заметьте, и все страны начинают какие-то новые правила подтягивать с каждым годом. Как только кризис беженства начался, как вторжение в Украину, война началась, то начались сразу, буквально через год, начали все репу чухать и понимать, что огромное количество людей здесь приехало сюда, возвращаться пока оно не собирается, но сидеть просто так, такому пласту людей невозможно. На шее шляться по улицам, нужно себя занимать, то есть платить налоги и каким-то образом оставаться. Не получается, значит будем потихоньку вас лишать, забирать, и вы сами себя, как говорится, удалите из этой страны. В то же время изменения предусматривают стимул для людей, которые плохо говорят на немецком. То есть вот в прямом смысле обратно же вот этот пункт, кого он касается, прекрасно мы знаем, кого это касается. Всех тех, кто приехал и не хочет учить язык, да, специально уже вводятся специальные, убираются те ограничения на знание языка, уже все убирается специально, чтобы просто идите работать. Уже ладно, мы уже готовы, будем вам на пальцах показывать, иди туда, возьми то, и тогда Google Translate есть и тому подобное. То есть уже говорят прямым текстом, идите просто работать. Работодатели смогут получать субсидии, если представят работу беженцам, которые плохо владеют немецким и имеют низкие шансы на трудоустройство, а затем направят их на языковые курсы по специальности. Вы представляете, какая Германия? Просто это офигеть. То есть работодателю дают субсидии, вы думаете, ну, в виде по-любому налогов, да, налогообложения какого-то. Он берет себе человека, который не знает язык, оформляет себе эту субсидию, и потом само же государство будет оплачивать этому беженцу, этому человеку, который не знает язык, оформит ему курсы по его же специальности. Неважно там, да хоть он уборщик, хоть он разлаживает продукты в супермаркете, хоть он на стройке работает, но знать же надо там кирпич, бетон, там бетономешалка и так далее. То есть, да, там и специфические слова, его отправляют и учат, как в своей сфере, в своей работе, да, общаться с людьми, как вот это называется, чтобы он потом там через год, да, работы, и если он будет работать и ходить на курсы, поверьте, то он выучит все, каждое, будет уже специалистом в своей именно работе, да, и дальше сможет даже на повышение пойти какое-то. Это же отлично, это супер. Но просто же главное, что не супер, ребята, да, ну это скажут те, кто халявщики, да, это нужно идти же работать, нужно что-то делать. Зачем что-то делать, если можно ни черта не делать, понимаете, да? А здесь в прямом смысле заставляет что-то уже делать. Но лучше же ничего не делать. Напишите в комментариях, лучше делать или не делать, а? Какому какому лагерю вы относите себя? Это положение должно служить реализации программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев, принятое правительством в 2023 году. То есть, да, я помню, что в том году было уже положение, что они уже снизили порог знания языка для того, чтобы брали людей на работу. Уже снижали, да. Вот еще снизили уже. Уже и курсы, и субсидию. Представляя программу в прошлом году, Губерц
Гайль заявил, языкового барьер снижается. Пришло время идти на работу. Мама мия, вы смотрите, какой лозунг. Языковой барьер снижается. Пришло время идти на работу. Все строем на работу. Ну отлично же, отлично же. Поддержите ли вы этот лозунг, эту фразу? Если да, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вам вообще эти все нововведения? По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию, были трудоустроены. Ну, как я и говорил, 1 миллион с хвостиком это дети, в остальном 300 тысяч детей. Вот и 700 тысяч взрослых, которые трудоспособные, работает меньше 300 тысяч. То есть 400, почти 50 тысяч. Что делает? Ни хрена. Как вам? Почти 500 000. Это в Ирландии 1/5 населения, да, получается. Нет, 1/10 населения, да, Ирландии, получается, в Германии не работает. И состоящая из украинцев. Я просто так. В Ирландии 5 миллионов 300 тысяч, да. Вот представляете, да? Вы представляете? 500 тысяч украинцев не работают. Могли бы эти 500 тысяч украинцев в Украине не работать? Хоть месяц. Да ладно, 2 месяца смогли бы вы в Украине не работать? Это вопрос ко всем вот этим вот 500 тысячам не работающих украинцев, украинских беженцев, блядь. Могли ли они, блядь, сидеть в Украине и не работать уже почти 2,5 года? Вот смогли бы они выжить бы? Или они, мне кажется, уже давно бы сыграли бы в такую игру под названием «Нужно готовиться к земле», как говорил Кличко, да? И уже были бы давно за ставком. А фраза за ставком, потому что у меня в городке под названием Доброполе, Донецкая область, у нас кладбище находится за ставком. То есть ставок городской, и буквально 200 метров там городское кладбище. Вот у нас такая фраза популярна в городе. Ты что хочешь? За ставок? Ты понял, да, пугаешь, ты что хочешь, типа, чтобы я тебя так сделал тебе хорошо, что ты туда улетел, за ставочек, ну. Так что, ребята, вот такие дела, не знаю, слишком ли я критикую, но просто бывает бомбит. Я не имею ничего против тех граждан, категорий граждан, которые, да, ущемлены, то есть, которые, недееспособны, там, мы имеем в виду инвалидов, стариков, там, 70 плюс, да, мам, которые, я считаю, 3 детей и больше, да, если они одиночки, им простительно, всем остальным нет. Просто нет, только инвалидность, старики и если много детей, да, то есть многодетная мать, там 3 и более детей. 2 это не отмазка, 1 так тем более. В Ирландии с полугода уже в садике идет на работу ирландка, так что тут вообще это не котируется и нет никакой, это не отмазка, дети это не отмазка, это выбор уже лично каждого. 500 тысяч это факт, это не я придумал, вот статистика, ссылочку на ресурс, да, на информацию, где я взял, я оставлю, можете ознакомиться. Пишите в комментариях, как вам нововведение, как вам мои мысли, правильные ли они, либо нет, либо вы не согласны, я говорю что-то не так, и беженцам все должны и должны оплачивать до конца жизни. Либо все-таки беженцы должны все брать в свои руки и зарабатывать себе на хлеб сами. Что у нас тут еще в конце? Напомним, что в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу. Понимаете, да? То есть вот эти все нововведения. И видите, сколько раз тут в статье упомянулись украинские беженцы. Сколько раз. Как я и говорил в начале, все это вводится из-за того, что огромный океан, поток украинских беженцев влился в Евросоюз. И система не справляется. Раз. И два, огромный пласт не пошел работать, а просто и дальше сидит на выплатах. И это не устраивает как обычных немцев, как и само правительство. Это их не устраивает. Неважно, это еще раз повторяю. Германия, Ирландия, Италия, Испания, неважно. И поляков уже тоже это не устраивает, уже сокращают они. И в Чехии сокращается, везде сокращается. Просто я говорю про что-то такое, знаете, серьезное, а Германия это серьезно. Это локомотив Евросоюза. Если в Германии что-то вводится такое, то поверьте, все остальные будут за ней повторять как по лекалу.
Так что вот так вот. Вот такие вот у нас новости, не слишком благоприятные для тех беженцев, которые, конечно, не хотят ни черта делать. Ну, я считаю, это справедливо. 2 годика отдохнули, а теперь уже нужно выбирать. Либо идти работать, либо возвращаться в ту страну, с которой ты приехал, в Германию, либо, в общем, в Европу. Всегда на связи, держу в курсе.